За границей люди часто думают, что японцы не умеют смеяться, что у них нет чувства юмора. На самом деле у японцев очень своеобразный юмор. Одну из теорий насчет этого, почему в Японии такой своеобразный юмор, я нашел на сайте. Японская ассоциация по улучшению голоса Сатоми Гуми написала, что в прошлом Япония, поскольку была населена только японцами, она состояла из людей со схожими ценностями, а юмор, он прежде всего создан для того, чтобы разряжать обстановку, чтобы люди друг друга понимали. Поэтому как будто у них не было никакой необходимости в юморе. Но на самом деле в Японии очень богатая история юмора, и она уходит корнями очень далеко, не только в эпоху Эдо, еще раньше, и, конечно, об этом сегодня поговорим. Кимия Усима, доктор педагогических наук по социолингвистике, написала в своей статье об опросе психолога Ричарда Уайзмана, который он провел в 2002 году. Он собирал шутки со всего мира. И оказалось так, что в Японии практически нет готовых шуток. Также Кимия Усима пишет, что шутки японские распределяются на следующие типы. Первое. Ошибочное восприятие слов или звуков. Это очень связано сильно с японским языком, поэтому это уже будет непонятно иностранцам. Извинитесь, так как придется объяснять шутку. Эта песня называется Human Race, и там звучат такие слова. One man in his car. Один человек в своей машине. Шутка заключается в том, что для японца это может звучать как «онани ни цукау». На самом деле на тему «онани» есть целая серия видосов, но большинство из них не могу вставить, потому что там нет цензуры, поскольку эти видео были сделаны в 90-е. Но в Телеграме обязательно выложу. Второе. Каламбуры и амонимы. Тоже связано с японским языком. How do you say maybe in Japanese? Kana? What about I couldn't really tell? なかなかわかんなかった。 Wasn't one of the characters from Oshinoko also Kanaka? かなな Kanana? No, no, no. かな。 Okay, how do you say I couldn't really tell if it was Kanaka or Kana, but maybe Kana? なかなかかなかかかなかな。なかなかかなかかかなかわかんなかったのかかなかな。 Английский, иностранные языки. 英語の本の、10ページ、10ページ開いていい？はい、読んでみて10ページ。 This is my father. そのマザーの発音が悪い。This is my father. This is This my... is This is you. This is my father. This is my father. Good, very good. This is my mother. Mother, mother じゃないの。Mother. This is my mother. お前だよ、お前。 This is my mother. 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 そうそう、mother. Отражение культуры и общества, то есть высококонтекстные шутки. Шутки, которые связаны с менталитетом, с историей и с бытом японцев. If you touch me again, you get to know who I am. Hello, my name is Ken. I'm 25 years old and a content creator from Japan. I actually lived in Poland. Thank you for your time. Есть также универсальные шутки, действительно, они есть в любой стране. А также какая-нибудь чушь, можно сказать, и абстрактный юмор тоже. 私たち付き合ってもう3年でしょ。何バナナ食べてんの？ごめん。そろそろ実家の親子。何バナナ食べてんの？ごめん。3年も付き合ったらそろそろせいよ。聞いてる？分かった。私本音は去年ぐらい。てかまだバナナ食べてんの？つまり私が言いたかった。愛してるよ。ね。 Основной причиной того, что иностранцы не понимают японский юмор, состоит в том, что у них высококонтекстная культура. То есть юмор, основанный на чем-то своем, на том, что знают только японцы. И чтобы понять это, нужно максимально глубоко изучить менталитет и язык. В США низкоконтекстная культура, потому что там очень много разных народов. И их шутки понятны практически всем. По этой же причине в Японии очень любят мистера Бина, потому что там все понятно, в принципе, можно даже не говорить. Но в Японии всегда существовал юмор, и он существовал очень давно. И один из ярких жанров юмора является ракуго, который зародился в период Эдо. Жанр этого юмора основан на историях обычных жителей, которые живут в многоквартирных домах, какие-то бытовые ситуации. Но там также очень много всяких каламбуров и словесных игр. Ракуго до сих пор тоже существует, это очень интересная форма юмора. Состоит она в том, что человек в основном один, но чаще всего это был дуэт, то есть человек, который рассказывает шутки, и человек, который играет на сямисене.
Человек садится, обычно в традиционной одежде, у него веер может быть, стол может присутствовать, может отсутствовать в зависимости от региона, где происходит это рокуго. Веер нужен для того, чтобы изображать какие-то предметы с помощью веера. Также веером можно стучать по столу, чтобы привлекать внимание. В Киото и Осаке рокуго развивалось именно на улице, поэтому необходимо было привлекать внимание проходящих людей какими-то громкими звуками. А именно в Эдо рокуго развивался именно внутри помещения. Это считалось очень крутым. Поэтому столиков там не было. Изначально рокуго появился благодаря монаху, который рассказывал свои проповеди в таком юмористическом жанре. Конечно, не всегда там были юмористические истории, иногда он просто рассказывал истории. Священника звали Сакуде. Это происходило еще в 1623 году. В жанре рокуго могут даже шутить о смерти. Также есть направление рокуго, где рассказывают в основном о привидениях, но это появилось намного позже, чем традиционное рокуго. Выступление рокуго начинается со вступления, которое называется макура, что в переводе означает подушка. Коротенькие истории, либо просто рассказывает контекст, о чем он будет говорить. Можно так сказать, прогрев. В принципе, это более-менее похоже на стендап. То есть человек выходит на сцену и начинает накидывать, о чем он в принципе будет говорить. Потом начинается какая-то история. В принципе, это может быть просто история, а может быть история в лицах. То есть человек может изображать нескольких персонажей. Рокуго обычно не используются костюмы, не используется какой-то инвентарь, в основном только веер и полотенце. Артисты рокуго, они очень часто пользуются различными методами изменения голоса, изменяя тон, скорость, чтобы было интереснее слушать. Базовая структура рокуго – это вступление, развитие истории, поворот истории и заключение. В основе всего этого юмора и рокуго, и в принципе японского юмора лежит обратная логика. Это означает, что юмор большинством японцев воспринимается как что-то необычное. То есть то, что ты не ожидаешь. Зрители знают, что вот такая ситуация, если происходит в жизни, то должно быть вот так и так и так, а этот человек должен поступить так. Но в итоге в истории человек поступает совершенно иным образом, то есть не свойственным ему образом. И поэтому это может вызвать смех. В обычной жизни тоже можно использовать эту обратную логику. Например, когда мы общаемся с человеком, очень серьезно идет разговор, там человек очень сильно напрягается, прям серьезно так впаривает, и ты говоришь какую-нибудь шутку нелепую. И это может разрядить обстановку, может человека выбесить. Но это зависит, конечно, от ситуации. Но это как раз и есть обратная логика. Мем смешной, а ситуация страшная. Есть теория о том, что такое юмор, принадлежащий от Тардо. Юмор – это отклонение от ожиданий, несоответствия или противоречия социальным нормам или общепринятым взглядам. И он говорит о том, что юмор это не обязательно смешно. Юмор не всегда может человека заставить смеяться. Юмор это просто не то, что ты ожидаешь. Также в Японии был такой жанр, как кёка. Это разновидность поэзии танков, в которой была форма 5-7, 5-7-7. Прием. Повседневные темы, как обычная жизнь людей, даже политика, да, тогда японцы еще шутили про политику. Сатира и юмор, то есть высмеивание всяких поступков людей, тоже повседневность в принципе. А также игра слов. Поэмы кёка были очень популярны среди высокообразованных, интеллектуальных горожан Эдо. Один из ярких представителей этого направления – это Цутая Дзюдзабуро. Он занимался издательством и также писал эти кёка. В прошлом видео я рассказывал про Йошивару, он как раз вот там тусил. И вот в этой дораме, которая называется Берабо, как раз про него и рассказывается. Благодаря Дзюдзабуро как раз эта вот культура кёка стала очень популярной среди людей. Также было направление нишики-э, то есть это картинки. Например, сочинение Сузуки Харунобу, эротическая книга, где рассказывается о мужичке, который уменьшился до размера фасоли и наблюдал за тем, как совокупляются другие люди. У него были спонсоры, среди которых был человек по имени Окуба Джинширо, который владел одним из публичных домов в Йошиваре. И говорят, что он даже заставлял вот этого автора Харунобу наблюдать за проститутками, за тем, что они делают, чтобы он мог какие-то вещи из себя выдавать. И он его спонсировал. Харунобу скончался в 1770 году, говорят, что от пьянства. Мичо Сай, еще один художник, который создавал картинки в стиле буквально современной манги. Если посмотреть на эти картинки, будет очень сложно поверить в то, что это было создано в эпоху Эдо, потому что это очень похоже действительно на современную мангу. Очень схематичное изображение людей с характерными ртами, глазами, но при этом у него есть свой собственный стиль, поэтому он стал очень популярным. Также был еще один очень известный художник, это также был монах, и до сих пор его работы цитируются. Его зовут Сэнгай Гибон. Вот, например, его работы странная ситуация. Здесь, в принципе, описано, как будто бы вот это маленькое существо это ребенок, а да, лягушка ржачная, в принципе. Бумажный пакет и кот. На этой картине вы наблюдаете
кота справа, но у него на голове бумажный пакет, а слева это, видимо, ребенок какой-то. Очень много было картин, изображающих действительно повседневную жизнь людей, а также были сюжеты каламбурные, фантастические, выдуманные, например, пердежная битва. Длина этого свитка составляет 10 метров, то есть человек заморочился на 10 метров, нарисовал пердежную битву. Различные виды, так сказать, пердежа происходят на этих свитках. Например, на этой картине сдувает монаха пуком, так-то подписано было просто на сайте. Здесь они собрали пердеж в большой мешок, а потом они атаковали своих противников с помощью собранного пердежа. И, в принципе, там картинок очень много, и я не собираюсь, конечно, все видео об этом рассказывать. Если вам интересно, я выложу в Телеграм все остальное. И здесь атака кота с помощью пука. Поза человека, изображенного на этой картине, означает, что справиться с котом гораздо проще, чем человеком, поэтому он так вот не напрягается, пердит. Кросс-пукинг. Когда пуки происходят крест-накрест и атакуют также своих противников. А мы перейдем к художнику Утагава Куниёши. У него был тоже очень особенный выдающийся стиль, который очень похож на современную мангу. Вот, например, интересная картинка с чудовищем с длинной шеей, которая напомнила мне очень старую японскую рекламу. Это существо, это Курокуби или Йокай. Она говорит на диалекте Эдо. Это специально сделано, чтобы была такая атмосфера. Она говорит такую фразу: «Боттори шинзо де зансне». Боттори шинзо в эпоху Эдо называли девушек с пышными телами. Поэтому здесь есть некоторый перевод, вот здесь. И карадаштеру ане. Это означает, ну, типа, красивое тело. Одобряет. По этим картинам можно понять, что в принципе у японцев не особо изменился вот этот стиль искусства и юмор, потому что очень часто в современной манге вы также можете встретить различные сюжеты о монстрах и привидениях. И выглядят они примерно так же. Утагава Куниёши был популярен наравне с Хокусаем. Хокусай — это тот, который нарисовал эту вот картину знаменитую. Но Куниёши на этом не остановился, также он нарисовал целую серию картин с енотами и их яйцами. Дело в том, что в то время, в эпоху Эдо, кожа енота использовались для изготовления листового золота. Они покрывали поверхность золота кожей енотовидной собаки и растягивали молотком. А также это может связано быть с тем, что в то время в Японии была распространена болезнь гидроцели, это водянка яичко, и возможно это нашло отражение в этих картинах. На данный момент фигурки Таноки используются в качестве талисманов денег. Это кадры из мультфильма Миядзаки. В принципе, можно на этом заканчивать видео. Также существует легенда, что эти собаки — это боги денег, поэтому это может быть тоже связано. Вы можете наблюдать использование некоторых частей тела для того, чтобы согреться, то есть укрыться собственными вот этими вот делами. Да. Также была еще одна очень интересная книга, которая рассказывала о способах играть с тенями, то есть разные способы изображения разных фигур. Они распределялись по уровню «можно сделать легко», «можно сделать, если постараться» и «практически невозможно». Книга называлась «Оцурики», она также была написана в период Эдо. Автором Оцурики является Джиппенша Икку. В книге 19 различных способов, как изобразить теневые приколы. По сути, это были те же самые комиксы, только периода Эдо. Они бывали юмористические, которые высмеивали современное общество и взрослых людей, бывали пошлые, ну часто бывали пошлые. И эти картинки, эти комиксы продавались в Эдо в магазинах, которые назывались Эдзоушия, таких маленьких магазинах продажи комиксов. Их можно назвать эквивалентами современных магазинов книг. Картины подвешивались на веревке, и они просто висели, и люди могли ходить как по галерее, рассматривать эти картины и какие-то покупать, которые понравились. Также могли их положить в ряды на лавках, ну как обычный товар. Они были недорогие, потому что был специальный указ о том, чтобы все это было доступно людям. Но некоторые из них действительно были очень дорогие. Например, была картина с изображением известного актера, и она стала настоящим хитом. Было продано около 7000 экземпляров. А эта картина «Кукуруза трясет волосами» художника того же Утагава Куниёши, написанная она около 1845-1846 года. Здесь кукуруза изображает танец и вращает волосы вокруг головы. Это была пародия на танец льва из знаменитой пьесы Кабуки, в которой актер тоже махал гривой. На этой картине Утагава Хиросиге изображено несколько игр, которые практиковались тогда еще в эпоху Эдо на вечеринках. То есть, другими словами, это было пособие для аниматоров. Человек, который пьет алкоголь с завязанными руками за спиной, ничего, в принципе, нового. На этой картинке у людей обвязали вокруг талии веревку, и таким образом они ползли друг от друга, ну как перетягивание каната получается. Еще есть одна очень известная картина, которая наделала шуму в свое время, и он написал ученик Куниёши Утагавы. За эту картину он получил наказание в виде домашнего ареста. Она была политической. Тот, кто размахивает этой штукой, это Ода Набунага. Тот, кто сидит вот у ступки, это Акэти Мицухиде, обезьяна на заднем плане. Тоётоми Хидеёши, а человек на заднем плане, который ожидает, когда будут готовы рисовые лепешки, это
Токугава Иеясу. Смысл заключается в том, что Мицухиде, Нобунага и Хидеёши упорно трудились, чтобы объединить страну, потом пришел Иеясу на все готовенькое. На тот момент была цензура на такие вещи, но цензоры не поняли смысла этой картины и выпустили ее. Но простые люди поняли сразу, что происходит, и картина стала очень популярной, и буквально за полдня распродали уже кучу версий ее, а потом и запретили в тот же день. Также в Японии есть такая разновидность юмора. Два человека шутят, называется манзай. Манзай тоже очень давно сформировался, даже раньше, чем в эпоху это. Он зародился в период Хайян. Манзай состоит в основном из двух людей и двух ролей. Это цукоми и боке. Боке — это роль человека, который изображает из себя дурачка. Потому что изначально это слово звучало как тобокеяку, что означает дурак. Потом оно сократилось до боке. По сути, человек начинает говорить всякую ерунду или просто рассказывать какие-то истории, а второй человек цукоми либо начинает его ругать, либо как-то ему поддакивает, либо подшучивает, либо какие-то панчлайны высказывает. ほらなんかやっぱりね買うときはちゃんと鍵かけなきゃダメですよ。ほら本当ですよ。もううちなんかやっぱり猛獣飼ってますけどね、もう檻なんか40にしやってね、鍵なんか10個ぐらいついてるんですよ。だからうちのおばあちゃん逃げたことありませんよ。待てよ。檻なんかおばあちゃんいるところだお前。 Роли боке и цукоми иногда могут меняться. То есть боке может стать цукоми внезапно в середине диалога, а может быть и наоборот. Не обязательно там может быть два человека. Вот говорят, что максимум может быть 6 человек. Чаще всего в всяких передачах на телевидении либо 2 человека, либо 3 человека. То есть 2 боке и 1 цукоми. Боке между собой как-то разговаривают, какой-то диалог идет, а цукоми встревает и какие-то вещи говорит, неожиданные. В самом манзае также есть два направления. Одно направление это просто комедийные сценки, а другое вот эти вот диалоги. Ренсон Хана, сертифицированный англо-японский переводчик, Американской ассоциации переводчиков, пишет в своей статье о том, что она столкнулась с проблемой, когда приехала в США, проблемой рассмешить американцев японским юмором. Она даже пыталась рассказать одну шутку. Шутка была основана на долготе произношения звуков в японском языке. То есть сюдин и сюдин. Сюдин это муж, сюдин это заключенный. И она сказала шутку такую, что мой муж чувствует себя как заключенный. До этого она, конечно, рассказала американским студентам, что означают эти два слова, но смеха она не услышала. В Японии также не распространена схема рассказывания анекдотов в ситуациях напряженных, каких-то трагических. В западных странах такое возможно, но в Японии могут посчитать такого человека грубым, бесчувственным. Также японский юмор в основном это не про оскорбление, естественно, это такой мягкий юмор, просто о каких-то вещах, которые понятны всем, японцам, конечно же, не всем вообще. То есть, по сути, такой жанр юмора в Японии, как высмеивание кого-то, не развит. Он, конечно, присутствует, как и все остальные жанры юмора, потому что Япония в этом плане тоже развивается. На данный момент она считается развивающейся страной в плане юмора, поэтому появляются все новые и новые направления юмора. И, конечно, появляются японцы, которые начинают шутить конкретно вот на западный манер. Но в основном японский юмор очень сложно понять, потому что чаще всего он будет выглядеть как абстрактный для людей, которые привыкли к обычному юмору, такому простому, плоскому, скажем так. Также есть некоторый момент насчет обмена шуток. То есть шутить можно только с людьми, с которыми ты находишься в отношениях каких-то уже. То есть если на Западе шутки используются в разговоре с незнакомым человеком, чтобы как-то разрядить обстановку, чтобы начать общаться как-то более-менее, то у японцев как раз наоборот. Сначала вы знакомитесь с человеком, а потом вы начинаете с ним шутить, как только вы станете более-менее близки. В то же время шутки в принципе допустимы с малознакомыми людьми, если эту шутку отпускает человек, который выше по статусу, например, начальник. То есть начальники могут шутить над подчиненными. Наоборот, точно никак нельзя. И благодаря этой статье, этой информации я понял, почему одна японка слилась с разговора со мной. В принципе, не одна, нормально общались, а потом я пошутил, и после этого она мне больше не писала. Может быть, ей показалось, что это грубым, главное, чтобы мне было смешно. В Японии довольно много комиков, и некоторые комики находят какой-то свой стиль, какую-то фишку, и начинают эксплуатировать это каждый раз. Его запоминают именно по этой шутке. Поэтому самое главное, что стоит запомнить, не шутите с японцами, если вы плохо знакомы. Не пытайтесь шутить на культурные темы, потому что если вы что-то не так скажете, японцы могут обидеться. В принципе, как и другие любые народы, если вы пошутите про их культуру. Самый лучший вариант шутки с японцами — это говорить что-то про себя, про какие-то ситуации из жизни. Вот такая ситуация с японским юмором. Это все, пока. You are my shyness boy, 待ってる